Друзья мои, всякая наука начинается с наблюдения. Сначала нужно собрать информацию, потом уже ее обдумывать. Бывает, конечно, наоборот, что у человека рождается гипотеза, и он должен ее проверить наблюдением. Так, например, было у Нансена, когда он отправился на Фраме проверять, так или нет дрейфуют льды, как он предполагает. Оказалось, что да. И вот практически все, о чем я здесь рассказываю, все эти экспедиции, все эти сложные путешествия, это и есть полевой сезон. То есть это тот период времени, за который люди проводят исследования, измерения, наблюдают, и, собрав все вот это, возвращаются как с главным трофеем на родину, к себе домой. И там уже начинают это обрабатывать, и пишут отчет об экспедициях, или пишут художественные произведения, и популяризируют таким образом науку. Мне стало очень интересным, как проходит полевой сезон вот в наши дни. Особенно полевой сезон океанографов. Людей, которые могут зимой, например, отправиться в южное полушарие, изучать южные океаны и моря, летом отправиться в Арктику. И сегодня представляю вашему вниманию потрясающего человека, который известен в научном мире как, ну не только как доктор биологических наук, академик РАН, руководитель научного направления экологии морей и океанов, но, что особенно важно для сегодняшней моей темы, как организатор крупных комплексных экспедиций в Арктику. Он занимается этим с 2007 года. И сегодня я хочу вам показать наш разговор, который состоялся в преддверии прошлого полевого сезона 2023 года. Как раз подготовка была в самой горячей стадии. Итак, представляю вам Михаил Владимирович Флинт. Ну что ж, мы находимся в Институте океанологии имени Шершова РАН и разговариваем с Михаилом Владимировичем Флинтом, который заместитель директора этого института, академик. Я буду вас перебивать, все можно подрезать, который давно уже не заместитель директора, к счастью, а научный руководитель, нет, я научный руководитель большого направления, которое называется направление экологии морей и океанов. И, к счастью, это стало моей научной должностью, потому что должность заместителя директора – это во многом должность административная. Это чудовищный хомут, я вот от него избавился. Ну, я вас поздравляю. Да, 30 с лишним лет он был у меня на шее. Я избавился, и теперь стараюсь концентрироваться только на проблемах науки, экспедиции и прочего замечательного, что в моей профессии есть. Прекрасно. Вот сегодня мы будем говорить о полевом сезоне. Кто не в курсе, это не сельскохозяйственные работы, а это мы сейчас спросим Михаила Владимировича, что для вас полевой сезон? Для нас полевой сезон – это все. Потому что та наука, которой я занимаюсь, и не только я, занимается огромное количество людей в нашей стране и в мире, она существовать не может без того, чтобы океанологи не были в море. Как бы ни развивалась технология исследования океана со спутника, какие бы ни запускались совершенно автономные средства в океан, которые дают прекрасную, замечательную информацию, все равно без присутствия человека в море на научном судне, без того, что мы называем полевым сезоном, наши знания об океане будут ущербны. И вообще это будет не наука, а океанология. А по срокам для института полевой сезон это когда? Это тогда, когда нас принимает океан. А в тех местах, где нет льда, он нас принимает всегда. И полевой сезон во многом зависит от того, что мы хотим узнать об океане. И, скажем, в Арктике и в Антарктике, где, ну, особенно в Арктике, где полевые сезоны закрыты для судов, ну, нормальных судов научных, не ледокольного класса, они закрыты значительную часть года, все равно и там есть возможность варьировать пребывание в поле, потому что одно дело, когда вы приходите в Арктику, в тот замечательный момент, когда начинается сезон схода льда, лед отступает на север, море открывается, и вот жизнь начинается. И другое дело, когда вы приходите в тот момент, когда лед начинает становиться, и он надвигается на наши континентальные моря, формируется потихонечку, начинает замерзать эстуарий рек. Так что это тоже зависит от того, что мы хотим от океана узнать. Раньше наши полевые сезоны были очень длинными, потому что наша наука, и она, конечно, держала знамя океанологии очень высокое. Я считаю, что вот эти годы рассвета, золотые годы океанологии, как мы их называем, они продолжались, ну, так, с конца 60-х до конца 80-х годов.
то наши полевые сезоны были в среднем около 3,5 месяцев. Это когда начиналось? Тоже это начиналось очень по-разному. Вот если мы хотим исследовать Антарктиду, то мы хотели туда попасть антарктическим летом. Значит, мы уходили отсюда русской зимой, нашей зимой северного полушария. Если мы хотели исследовать перуанский апвелинг, то мы шли туда, например, в тот период, когда этот феномен удивительный, природный, в наибольшей степени был выражен. Это бывало обычно тоже весенний сезон, формально весенний сезон. Что это за феномен такой? Это абсолютно потрясающий феномен. Сколько нам дает океан биологической продуктивности? Вопрос очень интересный, и самые разные оценки. Кстати, я отвлекусь и скажу следующее. Вот вся биологическая продуктивность океана, и в том виде, в котором она интересует человека, она все равно так же, как и на Земле, начинается с того, что зеленые растения создают новое органическое вещество, новую биологическую массу. И вот как не бьются океанологи в течение больше чем 150 лет, они не могут получить согласованную оценку того, сколько нового органического вещества создается в океане. И оценки самые разные. Или это 40, или 42 гигатонны, или это 145 гигатонн. Разница, представляете, какая? Себе. И вот вопрос к полевому сезону. И это важнейший вопрос. И вот, знаете, не могу я удержаться от того, чтобы сказать, что вот представьте себе, это вопрос вопросов. Если мы говорим о том, сколько человек может взять из океана, мы должны знать, сколько океан создает. Потому что все равно человек берет второе, третье, четвертое звено так называемой трофической цепи. Все равно все, что мы изымаем, все. Вот многие люди, глядя на океан, и вот видя, какие потрясающие вещи человек берет для себя из океана, для того, чтобы, скажем, их съесть, или для того, чтобы их превратить в какие-то удивительные лекарственные средства, или для того, чтобы их превратить в уникальные удобрения, такое тоже есть. Люди не всегда понимают, что все равно зависит все это от мельчайших водорослей, размером иногда 10, 12, 15, 20 микрон, они создают все это, и потом все это трансформируется. И вот мы не знаем ответа на этот вопрос. А мир содрогается от прям какого-то почти эротического желания исследовать пластик в океане. Ну вот это так, на мой взгляд, такое неэффективное приложение наших усилий. Создается появилась плеяда пластификаторов, которые только пластиком и занимаются, находят 1 микронную частицу на 10 кубометров воды. И вот. Да, это вообще вещь очень интересная, потому что пластик может служить трассером. То есть мы по нему можем понять, как перемещается в океане водная масса, как они формируются, как перемещается вода. Это очень интересно. Но говорить о том, что это проблема проблем, на мой взгляд, это уход от главных проблем в океане. Вот, значит, вот если мы хотим понять, как формируется продукция, мы должны выбирать определенный момент первичной продукции. А я все-таки хочу вернуться к оценкам этих вот цифр, к перуанскому апвелингу. Да. Представьте себе, сейчас человек изымает из океана примерно 105 миллионов тонн. Чего? Биологической продукции, биомассы. Всего, креветок, рыбы, моллюсков, 105 миллионов тонн. Это близко к пределу. Вот так люди это оценивают не потому, что они знают, как устроена трофическая пирамида, а потому что, изымая эти продукты, люди чувствуют по реакции вот той популяции, на которую приходится нагрузка, что эта популяция начинает прихрамывать и уходит. Примеров очень много. Иногда человек, когда особенно он давит на популяции, лежащие вне экономических зон, вроде ему все равно, они ничьи, то там доходит до того, что просто все это выбивается. Даже в английском языке, в американском существует такое прекрасное понятие, когда люди такой термин, когда люди бесконтрольно начинают изымать какой-то продукт, это называется hammering, от слова молоток. То есть они стучат молотком по этому объекту, и он рано или поздно исчезает. Так было с Нотатенией, так было с Клокочевым, потрясающий совершенно объект. То же самое происходит с объектом, который, казалось бы, не имеет границ. Это гигантская популяция минтай, к которому мы привыкли. Это, кстати, замечательный продукт рыбный, абсолютно потрясающий, который в нашей стране еще 30-40 лет назад просто выбрасывали или на корм пушнине отправляли. А на самом деле рыба. Да, и даже такой термин существовал у рыбаков. Вот они тралят, вот схватил минтай, что с ним делать-то потом? А на самом деле это абсолютно уникальный продукт, потому что это
тот вид рыбы, в мясе которого практически нет жира, там 3% жира. И это, во-первых, вообще очень здорово и полезно. А во-вторых, белок минтай, он превращается очень легко в любое подобие. Из него японцы делают бараньи и свиные котлеты. И все. А по вкусу вы не отличите, а на самом деле польза-то колоссальная. Так вот, возвращаясь к перуанскому обвелингу. Человек изымает 105 плюс-минус, потому что оценки там, сами понимаете, разные. Это коммерция. 105 миллионов тонн. Так вот, маленький район, в котором существует феномен апвеллинга, что такое апвеллинг? Это поднятие, да, воды с глубин к поверхности. Этот маленький район, вот это на карту будете смотреть, он, знаете, как укол вот измерителем, да, укол карандашом рядом с перуанским и чилийским берегом. Колоссальная несоразмерность всего океана и вот этого маленького района. Я даже не берусь сказать, сколько он занимает по площади, но это вот такой на карте практически невидимый район. Так вот этот район, он дает примерно 10-12 миллионов тонн. То есть 10% от того, что человек промышляет. А когда весь промысел рыбы еще недавно, каких-то там несколько десятилетий назад, он составлял, скажем, 45-50 миллионов тонн, то можете себе представить, а перуанский район так и давал 10, 12, 11 миллионов тонн ежегодно. Такой интересный феномен. И этот феномен связан с тем, что в перуанском районе существует такой уникальный природный культиватор, который очень интересно исследовать, потому что там, знаете, как во всяком феномене, в котором все взаимоотношения обострены очень, их гораздо легче увидеть и понять, как-то оценить количественно, а потом полученную информацию и понимание можно экстраполировать на другие районы океана, где все эти связи, они в таком сглаженном виде, их не всегда увидишь, не всегда измеришь. И то, что происходит в перуанском районе, это вот слово «культиватор» в полной мере применимо к нему. С глубины моря поднимается вода, которая несет огромный запас минерального питания. И эта вода сразу экспонируется, а это все 5, 6, 7, 8 градус южной широты. Ну, это близко к экватору. Представляете, какое там солнце незаходящее, я имею в виду сезонно. И все эти гигантские запасы минерального питания, они поступают в распоряжение мельчайших водорослей вместе с колоссальной солнечной энергией. Ну и вот отсюда родятся такие величины первичной продукции, которые больше нигде в Мировом океане вы не увидите. А это явление носит взрывной характер? То есть оно вот в какой-то момент происходит или постоянно? Вот это очень хороший и правильный вопрос, Ян. Оно носит такой сглаженный сезонный характер, потому что оно зависит от ветров. И когда дует ветер разгонный, все на самом деле очень просто. Мы это знаем даже по пресноводным водоемам. Вот ветер дует иногда с нашего берега, мы приходим купаться, холодно. Почему? Да потому что он верхнюю поверхностную воду теплую сдул, а холодную поднимается. Ну, значит, там то же самое, только в масштабах океана. И этот феномен существует, когда-то он менее выражен, в какой-то сезон более выражен, но это не мешает продуцировать вот этой такой уникальной, великой, я бы сказал, океанской системе апвеллинга. А та рыба, которую промышляют, это анчоус. Это небольшая рыбка, там 12-20 иногда сантиметров. И она интересна тем, что она может есть напрямую водоросли, фитопланктон, что очень большая редкость в океане. Вот представьте себе вообще океанскую систему с точки зрения сравнения того, что мы видим с вами в системах, экосистемах наземных. Вот мы с вами используем в пищу коров, овец, свинок, кур и прочую всякую такую живность. Значит, большую часть пищи эти животные, они получают прямо от растений. И мы это называем вторым трофическим звеном. А существует такой вот интересный закон в природе, что на каждом переходе от одного трофического звена, грубо говоря, от травы к корове, происходит потеря 90%. С точки зрения сохранения биологической массы. Рассеивается энергия, там всякие физиологические процессы и все прочее. Вот. И вот так вот все происходит. А в море-то мы в основном что изымаем? Вот продуцируют маленькие водоросли. После маленьких водорослей их съедают маленькие рачки. Этих рачков маленьких съедают рачки более крупные. Потом их съедает рыба, иногда мелкая, а потом уж более крупная рыба съедает более мелкую. И сколько потерь по пути?
Вот так отличается океанская система с точки зрения утилитарной для человека, с точки зрения возможности изъятия оттуда продукции биологической от наземной. Так вот, эта закономерность, она нарушается в Перуанском районе. Там этот анчоус, удивительная такая шустрая рыба, она может есть водоросли. И поэтому там гигантская продукция. И вот изымает это. Я вообще про это долго могу рассказывать, потому что, на мой взгляд, это абсолютно потрясающий природный феномен. И как все, что происходит в океане, этот природный феномен имеет необыкновенно важную и экономическую, и геополитическую проекцию. И она состоит в том, что перуанский апвелинг, он, рождая анчоуса, он, в общем, рождает рыбу несъедобную. По тем данным, которые я имею, менее 3% анчоуса идет на еду. Ну, во-первых, там в Перу это используется как пища напрямую. И потом, знаете, такие вот за границей это очень востребовано, такие баночки стоят на всех столах в некоторых ресторанах. Соленый анчоус, очень такой крутого посола. Это рыба, напоминающая нашу кильку по вкусу, но более пряная. Но основная масса анчоуса, она идет на производство рыбной муки. А что такое рыбная мука? Это, кстати, очень интересный аспект, потому что он говорит о том, как человек использует океан. Не просто изымая оттуда продукт, я имею в виду в пищевом отношении, не поедая его напрямую, а как он еще используется. Значит, эта рыбная мука идет для создания корма для бройлеровских кур, уток, индеек и даже свиней. И вот те знаменитые ножки Буша, которые нас спасали в период такого тяжелого положения в 90-е годы, это все есть порождение той самой перуанской экосистемы. Надо же. Потому что чем кормить бройлерских животных? Выход только один – соей. А соя иногда на порядок дороже, чем вот эта рыбная мука. И сразу американцы наложили лапу на весь этот урожай анчоусовый. Он практически на все это производство рыбной муки. Они это монополизировали, забирают практически все себе. И поэтому они, вот это было, наверное, около 50 лет назад, они просто завалили весь мир дешевым бройлерским мясом куриным. И те, кто работал на сое, они сразу сникли, потому что, ну, экономика здесь прямая. Вот. Возвращаясь к перуанскому апвелингу, значит, эта система, поскольку это тропики, солнце там постоянно, ну, вот этот феномен ветровой, который рождает поступление в зону освещенности минерального питания, более-менее постоянный, но существует такое замечательное явление в океане, которое называется Эль-Ниньо. Про него все слышали, мы не будем углубляться в этот феномен, который мы, в общем, ученые так понимают, но я бы не сказал, что до конца. Но последствия этого феномена мы видим очень хорошо. Изменение ветровой и вслед за этим поверхностной циркуляции в Мировом океане, особенно это выражено в преэкваториальных районах, приводит к тому, что вот этот феномен апвелинга, он прекращается. И поэтому вот вся эта феноменальная продукция, она очень сильно снижается. И для анчоуса, рыбы, которая имеет очень короткий жизненный цикл, это, в общем, не суть важно. Если человек не давит на него, то он этот период переживает легко, и ему достаточно после этого несколько месяцев, чтобы он пыхнул снова этой своей огромной численностью. Но если человек в это не вмешивается, а мы имеем исторический пример, который все мы должны помнить, потому что это не только пример об океане, это пример о том, как человек должен понимать природные процессы для того, чтобы свою агрессивную потребительскую политику адаптировать к этим природным процессам. Но вернемся к перуанскому апвелингу. И в начале 70-х годов, а точнее в 1972 году, было очень сильно выражено это явление Эль-Ниньо. И перуанский апвелинг, практически вот это вот суть его функционирования, она очень сильно поменялась, и продукция очень сильно упала. Но человеческая жадность была настолько велика, что промысел анчоуса не прекратили. Деньги, а для Перу это колоссальный совершенно доход, потому что, опять, насколько я знаю по источникам того времени, до 40% поступления валюты в Перу, скажем, это не очень богатая страна, там только есть несколько видов руд, и все, до 40 с лишним процентов давала вот эта рыбная мука. И, конечно, нужно понять их желание сохранить это все. И все это рухнуло.
И дальше пошло-поехало, все это рухнуло производство муки, а рухнуло производство муки, не было подковы, лошадь захромала. Стало увядать производство бройлерское. Для того, чтобы бройлерское производство сохранить, нужно было перейти на другие корма. Перешли на сою, которая дороже, а те, кто выращивает сою, мгновенно подняли цены, и все пошло-поехало. Вот то, как понимание того, что происходит в природе, может иметь вот такое колоссальное экономическое, а дальше были некие геополитические последствия, конечно, связанные с тем, что вплоть до того, что в Перу там всякого рода волнения политические были, и не только там, и Соединенные Штаты Америки прекратили снабжение некоторых очень таких, мягко говоря, непроцветающих стран продовольствием, то, что они делают. Вот такой интересный феномен. Да, но если мы вернемся к полевому сезону, да. то скажите, ваш полевой сезон в этом году когда начинается? В этом году я планировал, вообще, давайте чуть-чуть зайдем в историю небольшую, 15-летнюю, в течение которой в нашем институте существует программа исследования Арктики, такая программа исследования арктических экосистем. Мы очень хотели, формируя такую программу, мы очень хотели понять, ответить на очень простые вопросы. А как же вообще вся эта вот система, эти природные комплексы, живущие в таких удивительных условиях, колоссальных сезонных изменений, как они вообще живут, как они функционируют. В конечном счете, как они отреагируют на те климатические изменения, которые мы все уже ощущаем. А может быть, мы там рыбу будем ловить когда-нибудь, там все потеплеет, и туда придет тот же самый ментай или еще что-то такое. Ну и вообще, и с точки зрения того, как эти системы влияют на потоки углекислого газа, потому что направленность этих потоков может измениться. Ну и вообще просто это уже вот эти огромные шельфы, огромные моря сибирские, это же наша, собственно, территория, акватория, но, по сути дела, территория. И мы хотели понять, что там происходит, как это зависит от стока рек, а туда поступает 2000 кубических километров стока пресного, а этот сток дренирует 60 с лишним процентов территории нашей с вами страны, со всеми вытекающими оттуда последствиями, со всеми загрязнениями, бытовыми, производственными, с естественными всякими процессами, которые происходят на Земле, их захватывают реки и уносят в Арктику. Вот мы все это хотели понять. И начали мы, конечно, с сезона самого комфортного для исследований. А сейчас в Арктике практически все любят этот сезон. Это июль-август. Лед уходит далеко на север, штормов очень мало, ну и работать легко, и так, и мы с этого начали. Но постепенно, начиная понимать, что же происходит в этот сезон, мы, конечно, ощутили нехватку знаний о том, что же происходит, когда все это начинается, вся эта история. А начинается она весной. Уход льда? Ну да, уход льда, и следом за этим, ведь там же все процессы протекают так же, как на Земле, да? Уходит снег, начинает становиться более ярким солнце, растет трава. А мы, по сути дела, приходя туда в августе, приходим на сжатое поле. И как нам непонятно вообще, что здесь было-то. Ну да, видим, стерня какая-то есть, а что на самом деле стерня – это остаток чего? Поэтому мы придумали, решили, что, конечно, нам нужно исследовать детально процессы, которые происходят весной. И вот, к огромному сожалению, значит, в прошлом году был третий заход на это. И вмешивается в это два процесса. Один процесс, связанный с природой. И вот первый раз, когда мы туда пришли, ведь очень трудно. В принципе, угадать очень трудно, потому что мы знаем, что да, вот Арктика теплеет, лед стал уходить раньше. И это факт. Когда мы в 2007 году организовали первую, после длительного периода, экспедицию в Арктику, и мы туда пришли, должны были войти в середине августа, и мы ломали голову над тем, пройдем мы или нет Карские ворота. Потому что Карские ворота – это своего рода такое кладбище льда, туда его ветром сгоняет. И в некоторые годы, вот во второй половине прошлого века, эти Карские ворота вообще были непроходимы, даже летом их проходили с ледоколом. И вот мы думали, мы заказывать ледокол, не заказывать ледокол. Ну, мы прошли успешно 20 августа. В прошлом и позапрошлом году можно было Карские ворота пройти 10-15 июня. Вот так. Это, кстати сказать, символ того, что там происходит. Но тем не менее, на этом фоне существуют необыкновенные колебания межгодовые. Понять их причину мы не можем, мы можем их только регистрировать. И на самом деле это очень интересно, потому что представьте себе Восточно-Сибирское море.
Какие-то годы, вот сейчас, современный год, несколько лет назад, оно целиком закрыто льдом, вытаивает только у устьев у Оби и Колымы, а иные годы лед уходит на 700, 800, 900 километров, край льда я имею в виду, на 700-800 километров на север, и все море освобождается. И угадать очень трудно. В Карском море тоже флуктуации эти выражены, ну, не настолько сильно, но здорово. И первый год мы опоздали. Когда мы тронулись из Архангельска, то посреди моря остался... А ведь экспедиции планируются заранее. Да. Да, Это все это неудобно. готовится судно, готовятся люди, делается ремонт судна, там всякие деньги экспедиционные. Представляете, вот то судно, на котором мне посчастливилось работать, и вообще всей команде институтской в Арктике, это знаменитый академик Всеслав Келдыш, 80 человек на борту, 80 ученых, и еще 50... Еще команда. 50 команды и 80 ученых. И, значит, мы должны как-то сверстать наши планы, все это подогнать. И вот мы вышли из Архангельска, направились к Карским воротам, и по спутниковым картам мы увидели, что это небольшой кусочек льда, который плавал посреди Карского моря на глазах, и стаивает, и стаивает, и стаивает. И мы пришли, в общем, мы получили интереснейший материал, который тем более подтвердил, что без понимания того, что происходит в период схода льда, мы ничего не поймем. Следующий год был тоже неудачный, но здесь вмешалась такая, я бы сказал, антропогенная причина. На удивление мы угадали. И мы смотрели на то, что происходит в Карском море, и смотрели на экспедиционный календарь, и мы видели, что все сходится. Мы должны были тронуться из Архангельска 21 июня, и 70% площади Карского моря было покрыто льдом. Это в каком году? Это был позапрошлый год. Угу. И это был год коронавируса. Мы приехали в Архангельск, все было в порядке, судно пришло вовремя, мы загрузились, пошли, начали работать и поняли, что мы попали, и мы понимаем, что происходит. Мы стали видеть такие феномены, о существовании которых мы даже раньше не представляли себе. Мы поняли, что представление наше о такой крайней бедности, это на таком профессионально-научном языке называется олиготрофия, то есть это такая крайняя бедность. Мы поняли, что в определенные периоды Карское море далеко не так олиготрофно, что мы намерили там биологическую продукцию, которая по уровню больше, чем в Черном море. Но это происходит очень короткий период. А что происходит с этой продукцией? А куда она девается? Почему вообще-то Арктика бедная? Значит, вот в какой-то короткий период это все формируется. И как это дальше расходится вот в этой удивительной природной системе? Кто это все съедает, а потом кто съедает того, кто съел это, и в какую биологическую продукцию это трансформируется, в какие потоки вещества и так далее. Прошла первая неделя нашей экспедиции, но это, знаете, у нас на борту царил такой, необыкновенный подъем, потому что эта природная лаборатория колоссальная, которая распахнула для нас двери вот так. И при той, мы на этом еще остановимся, как на одной из важных черт нашей экспедиции, понимаете, это эксперимент, в котором ты можешь планировать все, что хочешь. И у тебя вся аппаратура, и огромное судно в твоем распоряжении, и люди, которые друг с другом связаны. И вот на 7-й день экспедиции у нас на борту обнаружился коронавирус. И человек, который его принес, он сначала скрывал несколько дней, это он был в очень плохом состоянии. Потом он стал еще хуже. Ко мне пришел капитан и врач, говорит, что дело плохо, его надо высаживать. А раз его высаживать, мы должны были объявить об этом Потребнадзору, который это контролирует. И, конечно, никаких сомнений не было, мы должны были его отправить, уж плохо он был. Мы развернули судно, бросили работу, пошли в Амдерму, и в это время еще один человек заболел на судне, а потом еще один человек, потом еще один. И когда мы пришли к Амдерме, то нам поступило распоряжение завершать экспедицию и идти в Архангельск. Как обидно. Это было больно. Мне особенно, потому что я столько вложил в это планирование, но жизнь есть жизнь. С огромными трудами мы этого человека высадили, потому что был жуткий шторм. И вертолет, который должен был его снять, он прилетел, и он сказал, что никогда ни к какому судну я в такой шторм не подлечу. Он сел на берегу, к берегу мы близко подойти не могли. Значит, у нас есть героические люди, мы спустили такие очень тренированные, которые нам, вот их умение обеспечивает нам работу, возможность работы на новой земле.
фотографии, которые вы видели, из тех мест, где мы работали. Очень там тяжело, но это такие. И вот мы, значит, спустили этого человека в шлюпки, снарядили 2 шлюпки, одну страховочную, одну с этим человеком, посадили туда, одевшие во все мысли спасательные средства этих людей, и они пошли к берегу. Они отошли метров, наверное, 200 от судна, и волна была такая, что мы их уже не видели, потеряли. Только по рации была связь. Но, к счастью, они дошли до берега, высадили этого больного. Его забрал вертолет, они вернулись, мы их подобрали и пошли в Архангельск. Придя в Архангельск, мы попали в больницу, кто я, в том числе и я попал на 3 недели, ну, а всех остальных на карантин. Поэтому вместо экспедиции мы провели 3 недели в Архангельске и имели шанс убедиться в уровне развития медицины в наших провинциальных городах. Вот, так что было вот так. 3-й год. Я как тот старик, да. 3-й год, да. Мы запланировали, и все-то было бы хорошо, и все было бы замечательно, но деньги, которые должны были прийти на ремонт Келдыша, необходимый профилактический ремонт, потому что нашим судам в среднем академическим 38 лет. Ну, суда могут выдерживать и больше, но при своевременном и правильном уходе. Ну, тут же все как с машиной. Не будет техобслуживания, ничего не будет. А у нас техобслуживание ведется по остаточному принципу. Считают, что раз оно плавает, то оно должно работать. Вот, к сожалению, такой, я бы сказал, даже это не профессионализмом не назовешь, это какое-то глубокое незнание, непонимание проблемы у тех, кто дирижирует поступлением средств на содержание и ремонт наших судов. Вот, и я следил за ледовыми картами, мы должны были уйти 20 апреля из Мурманска. Это в прошлом году, извините, да? 20 мая в прошлом году. 20 июня мы должны были уйти из Мурманска, и все так было замечательно, и практически все море было подо льдом, и все, а денег не было, и судно выйти не могло, и денег опять не было, и судно выйти не могло. И наши планы полевые, такие выверенные, выненченные, я бы сказал, все были разрушены, и в результате вместо 20 июня мы вышли в экспедицию 20 сентября. Но это вообще традиция российская, отправлять экспедиции позже, чем надо. Про какую не читаешь, там с 19 века начиная. Но вышли поздно, да, собираются в мае, и вышли я в бы августе. сказал, это не российская традиция. Я ни в коем случае великих российских мореплавателей и открывателей Арктики, и людей, которые для нас вообще открыли мировой океан, и в том числе, конечно, Арктику, опять к этому возвращать, я бы ни в коем случае не винил. Это наша многовековая беда, потому что мы на своем теле несем раковую опухоль чиновничества. И только чиновничество виновно в том, что об этом Иван Ильич Папанин говорил в свое время. Ну, настолько, насколько это можно было. А когда я имел счастье с ним беседовать, я тогда был таким подрастающим ученым, а он возглавлял отдел морских экспедиционных исследований в Академии наук, потрясающий совершенно был человек, очень интересный. И он тоже про это говорил. Вот, ну, вот так вот. Так чиновники понимают, как устроен вообще человеческая жизнь, наука. Они живут в каком-то своем мире, в своих измерениях. У них своя гравитация какая-то, я бы сказал, такая вот, в которую нам трудно понять, а их гравитация не принимает наших оценок. Во всяком случае, вот так. Но, тем не менее, вот возвращаясь опять к магии полевого сезона, я вот специально это слово говорю, вы попадаете в абсолютно уникальный природный объект. Он вообще уникален. Куда бы вы... Идете ли вы в Арктику, в Антарктику, в перуанский апвелинг, на экватор, это абсолютно уникальный природный объект, про который мы очень мало знаем. И мы стали думать, что мы можем сделать. И, конечно, тут же мы нашли пробелы. И мы пошли исследовать восточную, практически неисследованную часть Карского моря. Эта часть очень интересна, потому что именно в ней проявляются в наибольшей степени межгодовые ледовые флуктуации. То она вообще вся закрыта льдом, туда не попадешь. В 2014 году я туда пытался попасть. Мы работали тогда не на Келдыш, а у нас было такое судно, которое, к огромному сожалению, тоже это, знаете, чиновничье представление о том, что есть. Это судно попало потом в отстой. Прекрасное судно. Профессор Штокман. Кстати, это то самое судно, работами которого было открыто знаменитое газогидратное месторождение
которая называется Штокмановская. Была открыта геофизическая аномалия во время работы с этого судна. Потом уже такими прикладными работами было открыто месторождение, которое за этой аномалией стоит. Но вот коллеги из прикладных институтов, они отдали дань этому судну и присвоили ему имя Штокмановского месторождения. Вот небольшое судно, там 32 человека науки, ну, практически вдвое меньше. Сейчас оно, к сожалению, стоит и ржавеет у причала. Хотя, в общем, еще уже много лет стоит, по-моему, с 2017 года. Хотя можно было его восстановить, это не так большие деньги. Это меня всегда умиляет. Знаете, как сказал один мой приятель, который хорошо знает очень хорошо знает финансовую кухню, потому что я с ним учился в школе, а он потом в правительстве очень долго работал. Он вспоминал, значит, знаменитые рассказы Льва Толстого, такие дневники Льва Толстого, в которых он раскаивался в своей бурной молодости. Он же был игрок и в общем, такой любитель кутежей и всего прочего, что этому сопутствует. И он, вспоминая вот грехи своей молодости, он вспоминал следующий случай. Когда люди играют, когда идет большая игра за карточным столом, то принято так, если деньги падают со стола, то это дурной тон, вообще за ними нагибаться. Это деньги обслуги. И вот они играли, шла большая игра, и упало 10 рублей золотых со стола. И один из людей, который играл, он наклонился и стал пытаться найти эту монету. И Лев Толстой взял 100-рублевую купюру, зажег ее от свечи и стал ему светить вот даже. Вот насколько он вспоминал, насколько вот он был, все эти поступки были психологически аномальными, на его потом взгляд, и неверны. Прям как Настасья Филипповна у Достоевского. Да, так вот, да. Да, ну там было немножко по-другому. Но, вот, там это был порыв эмоций, понимаете, а здесь это было издевательство такое вот, совершенно другое. И вот он мне сказал, те деньги, которые вам нужны в правительстве, если бы они вот так упали со стола, за ними не нагибаются даже. И вот это меня тоже всегда удивляет. Ну вот вернемся к этому. Так вот мы работали когда на Штокмане, как раз в этой части, 2014 год это был, очень плохое было спутниковое обеспечение, а хотелось туда залезть поближе, и мы туда залезли, и вокруг нас стал замыкаться ледяной мешок. И вообще вот какой-то интуиции в последней, а тогда ведь дронов не было, и спутниковые карты приходили очень редко, и вот какой-то интуиции, имея в виду ветра, которые дули, мы все-таки сунулись в одно место, в котором мы предполагали, что может быть проход. Ну и проскочили буквально там, может быть, километра 3-4 оставалось выхода из этого мешка, мы выскочили. Так что такой интересный очень район. И мы направили свои усилия на это. Получили крайне интересные результаты. Более того, мы вернемся сейчас к полевому сезону этого года. Они заложили такую, я бы сказал, хорошую основу понимания того, как вот эти флуктуации льда могут влиять на то, что происходит в конкретном арктическом бассейне, и влияют ли. Потом у нас есть такой замечательный объект, один из заливов на восточном берегу Новой Земли. Это вообще такой объект, в котором, знаете, как под увеличительным стеклом сфокусировались не все, но многие проблемы Арктики. Во-первых, там лежат радиоактивные отходы. Это где Новая Земля? Это просто, да, это залив Новой Земли. Там вообще гигант. Там на время захоронения общая радиоактивность этих отходов оценивалась в 574 терабеккерели. Это, знаете, так вот... Я даже не представляю. Это даже трудно представить. Что это такое? Как мне говорили люди из Курчатовского института, да это свалка огромная просто. Какова их судьба? Что с ним будет? Можем об этом специально поговорить. Это тоже крайне интересный вопрос. Вот, значит, там лежат радиоактивные отходы. Этот залив, он расположен на северном острове, один из самых северных заливов Новой Земли. В нем в сильной степени проявляются флуктуации, связанные с тем, насколько влияет прилежащий арктический бассейн на Карское море. Это тоже очень серьезная проблема. Как влияет арктический шельф на центральные районы Арктики и как влияют центральные районы Арктики на арктический шельф. Это два разных мира. Как они взаимодействуют.
И в них и климатические процессы разные, в них и биологическая продукция разная. Между ними то стоит забор, то не стоит. И мы, это второй вопрос. Третий интереснейший вопрос, который мы исследуем, начиная с 2017 года интенсивно, это появление в Арктике, что в большой степени следствие климатических изменений, новых видов. И это очень большая проблема в мире, колоссальная проблема, которая связана и с человеческой деятельностью, и с климатом, появлением видов вселенцев. Они вообще деформируют системы, они все... Ну, знаете, вот мы обращаемся всегда к такому к историческому примеру, к Австралии, в которой были завезены, да, и крысы, инвазивные виды, которые изуродовали всю систему, если потом от них избавиться не. Кошки и то превратились там во вредителей. Вот. Но в Арктике вот так же. И в нее стали проникать и с востока, и с запада инвазивные виды. А арктические экосистемы, они такие, вот знаете, образно их можно сравнить с таким очень пожилым человеком. Все там так медленно, температура придонная, например, где живет Бентос, она ниже 0 градусов, и все там так медленно протекает, и все очень стабильно. И мы, когда пошли в экспедицию, первую экспедицию 2007 года, то, конечно, мы все вообще аспекты мыслимые представили на судне. И мои друзья, которые занимаются донной фауной, тоже там. Нам было интересно, потому что мой дед, Лев Александрович Зинкевич, он был инициатором работ в Карском море, которые прошли в середине 20-х годов. Именно тогда, я отвлекусь и скажу, это было очень интересно, потому что перед учеными был поставлен вопрос: а насколько продуктивно Карское море? Вот рядом Баренцево море очень богатое, мы ловим рыбу, там конкурируем с норвегами, тогда же не было этих экономических зон. А вот, может быть, в Карском море тоже высокая биологическая продуктивность. И мы можем там построить порт, мы можем туда посылать суда, а туда открывается эстуарий двух крупнейших рек, Оби и Енисея. Как здорово, мы будем добывать биологическую продукцию и снабжать Сибирь рыбной продукцией. Ну, такая, в общем, логическая, хорошо выстроенная мысль. Надо было понять, что там есть, и сколько, и как. И вот была целая серия экспедиций там, на знаменитом судне «Персей». И были сделаны съемки, в которых была очень детально описана донная фауна. Кстати, там оказалось вот это отрицательный результат, который имел очень серьезные последствия экономические. Оказалось, что там нету ничего и не будет, что сама система организована так, что море очень бедное. И ждать оттуда какого-то рыбного промысла ни в коем случае нельзя. Именно поэтому вся вот эта инициатива правительственная, она была отменена. Вот, представьте, какие гигантские средства, вообще усилия и надежды мы сэкономили на этом деле. Я имею в виду мы, государство. Но у нас были вот детальные описания донных сообществ. И когда мы стали повторять эти работы, для того, чтобы понять, что же изменилось практически за 100 лет, ко мне пришел грустный начальник отряда Бентоса, сел за карту и сказал мне: слушай, зачем ты нас сюда привез? Потому что где мы чего не возьмем, все уже Лев описал. Вот, так это здорово. Я говорю, вы представляете, значит, мы получили информацию о 100-летней стабильности этой системы. И оказалось, что информация эта крайне важная. Не только потому, что мы увидели эту стабильность, а потому что мы вслед за этим столкнулись с действием инвазивного вида на систему. Мы обнаружили краба, который туда разными путями проник из Баренцева моря. Это известный хорошо в мире так называемый снежный краб, апилио его называют, или snow crab по-английски, который является очень хорошим промысловым объектом во многих районах Мирового океана. Я был когда работал в Беринговом море, я был свидетелем этого. Это так и называется, там сезон апилио. И они огромные деньги на этом зарабатывают. Он перерабатывается в основном, конечно, его не едят, как этого большого камчатского краба, но он перерабатывается во всякого рода рыбные продукты. В общем, такой объект очень значимый. И он стал проникать, и собственно, они по дну путешествуют довольно активно, и в виде личинок. Он стал проникать в Карское море из Баренцева. И мы увидели совершенно потрясающий природный такой, назовем это эксперимент в кавычках, как этот инвазивный вид проникает и как он влияет на эту очень такую стабильную, но очень малоустойчивую природную систему. Он ее деформировал коренным образом.
То есть сообщества за несколько лет изменились так, что их вообще нельзя узнать. Упала биомасса, многократно упало биологическое разнообразие и прочие вещи произошли. Но, конечно, перед нами поставили финальный вопрос. Хорошо, но вот он туда попал, промысловый объект, а может быть, мы его промышлять будем скоро? Ну вот, забегая вперед, скажу, что результат нескольких работ нашей экспедиции показал, что благодаря бедности Карского моря ждать какого-то ни было развития промысловой популяции, да, рыбники даже уже сделали такую оценку, она называется ОДУ, оценка допустимого улова. Оценили это примерно в 900 тонн, ну, потом это все отменили после наших работ. И оказалось, что, ну, не может эта система родить ничего. Но он все сожрал, потом сам стал умирать. Ну, произошло то, что должно было произойти. Так вот, этот залив благополучия, он представляет собой своего рода такой, знаете, образно выражаясь, форпост проникновения этого вида с севера в Карское море. Тоже интересные вещи. Мы наблюдаем, там у нас есть такое замечательное место, которое молодежь окрестила Крабиковая поляна. Такой огромный такой кусок ландшафта подводного, на котором мы каждый год работаем и с помощью стандартных орудий лова, и с помощью телевидения все это обследуем. И все эти флуктуации мы видим, как он появляется, как он сжирает весь местный бентос, потом как он начинает жрать самого себя, и потом как он начинает деградировать такими пульсациями. И это позволяет нам смоделировать, а что же в других районах произойдет. Это важная такая вещь. Вот, и в общем... Вот так вот очень интересно было. И еще, конечно, мы добавили, нам было интересно посмотреть, вот, понимаете, такой важный биотоп, такая вот часть среды в Арктике, это граница льда, она существует всегда, ближе ли к континенту, дальше ли. И это очень специфическая область. Там или лед тает, или намерзает, там происходит обмен между льдом и прилежащими вот участками воды. Там изменяется плотность воды, химия и прочие вещи. И по другим районам океана, в частности, по Беринговому морю, есть данные, которые позволяют считать, что это такой уникальный узкий биотоп, в котором совершенно по-другому протекают процессы биологические и формируется высокая биологическая продукция. И нам надо было посмотреть, а что вот эта гигантская по протяженности границы льда, может быть, это такая специальная область, может быть, там сайка будет концентрироваться, тоже потенциально промысловый объект. Это такая маленькая полярная трясочка небольшая. Но, тем не менее, промысловый объект считается, белок. Вот, так что мы эту работу сделали. Нашли мы чем себя занять. И это опять, это потрясающий вкус поиска ответов на важные вопросы, объясняющие нам всем, как живет эта природная система. И вот здесь, понимаете, это, ну, я условно скажу это слово, это игра с природой. Ты должен понять, что в ней происходит, чтобы сделать правильные ставки на то, чтобы тебе пришла правильная карта понимания. Так что вот, ну, это говоря, так скажем, об эмоциональной составляющей этого дела. Вот я как раз хотела спросить, всякое ли научное исследование должно иметь хозяйственную цель? Какую-то? Ни в коем случае. Да? Ну, конечно. Ведь наука должна быть разная. И вообще это такой вопрос, он в последнее время возникает, и он вызывает у меня оторопь. Потому что вся история человечества, от момента, когда были черт знает сколько лет назад составлены звездные карты, которые потом стали путеводителями для всех этих, и по шелковому пути шли по ним, и мореплаватели открывали мир этим полем. Первые люди, которые описывали звездное небо, не имели это в виду. Это тривиальнейший пример. И наука существует разная. Как вообще всякая человеческая деятельность, она с историей человека, она приобретает очень много аспектов. И наука – это есть область, где генерируются новые знания. А когда мы эти знания сможем применить и как? Ну, это вопрос развития человечества, вопрос нашей изобретательности, вопрос наших интересов, приоритетов. Мы же не можем предуказать, куда вообще повернет человеческая эволюция с точки зрения приоритетов. Ну вот, понимаете, все же это... Мы не можем курс доллара предсказать на завтра. Не можем просто, это абсолютно никто. Хотя существуют такие вычислительные мощности, которые вообще, если бы они существовали для предсказания климата, мы давно продвинулись далеко. Не можем. А мы хотим предсказать о том вообще, как развивается наше с вами сознание. Ну, хорошо, а когда вот вы планируете экспедицию и должны обосновать финансирование,
вы включаете туда какие-то специальные исследования, которые приносят пользу хозяйству, для того, чтобы как бы вывести те, которые не приносят очевидной пользы пока? Вы знаете, мы вообще, конечно, да. Вот пример с крабиком. Да? Ну вот Господь Бог послал, хотя само по себе это интереснейшее исследование. Это маленькая часть огромной проблемы инвазивных видов в мире, которая началась Бог знает когда, а сейчас это становится проблемой проблем. Инвазивные виды, они влияют часто на природные экосистемы больше, чем человек. Это очевидно стало. Вот, значит, можем мы ловить? Вот нам рыбное хозяйство, Федеральное агентство по рыбному хозяйству вправе нас спросить, можем или нет. Мы им сказали, нет, и не планируйте, не будет ничего. Это такой аспект. Второй аспект, он иногда появляется очень неожиданно. Вот мы занимаемся вопросом первичной продукции, чтобы понять, что происходит в Арктике. И вот задают нам вопрос чиновники, а на черт вам первичную продукцию изучать, что у нее? Как Никита Сергеевич Хрущев спрашивал генетиков, да? А ты его видел, это ген? Он говорил, ты его в руках держал? До свидания, все. И такие вопросы обернулись глобальным отставанием нашей страны в области и сельского хозяйства, и многих-многих других отраслей и человеческой медицины, и все. Вот, понимаете, и здесь то же самое. Вот зачем вам это дело? Ну, мы как-то это обоснуем, конечно, и говорим, что вот мы хотим понять, меняется как-то климат в Арктике, и может измениться биологическая продукция. Арктика – это наш район, и туда никто никак не может войти, это гигантский. Понимаете, если мы от Карских ворот пойдем к Берингову проливу, это более чем 5700 километров, и все, а в ширину это 200 километров. Это огромная акватория. Может быть, на ней что-то такое произойдет, и она будет иметь рыбохозяйственное значение для нас. Как-то мы это объясняем. Но поскольку, как правило, чиновники, люди, опять, это даже не низкая квалификация. Им важно, чтобы был пункт. Вот такой пункт есть, да, ну вот я его сформулировал в каком-то определенной части заявки. Но вот, понимаете, дальше начинается интересная вещь, которая доказывает то, что я говорю, что было до меня доказано столетиями. Мы занимаемся первичной продукцией и пониманием того, как устроен цикл углерода в Арктике. А дальше вдруг неожиданно начинается эта геополитическая шумиха с потоками углерода. И в нашей стране это все было еще, как теперь мы говорим, в другой жизни, да? Там 5-7 лет назад, то Европа, значит, воюя с нами на экономическом рынке, сказала, что она будет выставлять и нам в том числе штрафы, и нам грозили штрафы какие-то абсолютно циклопические. Там за 8 лет чуть ли не 4 миллиарда евро. За что? За то, что мы превышаем нормы выброса СО2 в атмосферу. А страна должна доказать, хорошо, мы выбрасываем СО2, но у нас такая замечательная страна, что у нас существует леса, существует сельское хозяйство, существуют специальные луга и земли, существует болото, существует море, которое это СО2 из атмосферы берет. Поэтому, извините, у нас на выходе не плюс, а минус. Мы еще ваш СО2 адсорбируем. Но это все наука доказывает. Это вот один из примеров того, как вот раз и наука стала геополитической силой. Вот просто раз, вот меня могут позвать на стол и сказать, сделай вот это, потому что нам нужна цифра. Мы эту цифру должны показать там, в Организации Объединенных Наций, или бог знает в каком комитете, который этим занимается. И вот мы исследовали эти циклы, и неожиданно они нашли применение для оценки того, а наши арктические моря, вот они освобождаются ото льда. А там на 1,5-2 месяца увеличился срок открытой воды. А что происходит над арктическими морями в области взаимодействия океана и атмосферы? А может быть, они поглощают СО2 из атмосферы? Вот вам, пожалуйста. И наши, казалось бы, как говорят, вот игры такие, они превращаются в очень серьезный результат, которые востребованы на самом высоком и самом серьезном уровне в нашем государстве. Это вот, я не могу, знаете, Ян, пройти мимо одного воспоминания, которое я многократно в разных контекстах повторяю, но мне кажется тоже оно очень важно. Вот оно относится к нашему институту, и относится оно ко времени конца 40-х, начала 50-х годов. Тогда интенсивно развивалось создание ядерного оружия,
и попутно чуть-чуть создание ядерной энергетики. Но в основном это вот область создания ядерного оружия. Значит, это такой ключевой момент был, когда страны соревновались для того, чтобы достигнуть паритета. И результатом этого было появление... Ведь сначала люди относились к тому, что происходит в результате ядерного взрыва, не то что даже ядерных отходов. Таким образом, когда первое испытание было, и первая бомба в Америке была взорвана, люди вышли из укрытия, только еще пыль не осела, и пошли смотреть, что там произошло. Вот такой уровень был. Значит, но появилась проблема радиоактивных отходов. Люди стали понимать, что они очень вредные, что с ними делать. Никаких идей больших по захоронению не было, потому что, закопая их в землю, там грунтовые воды. Защищая их, нужны огромные объемы там свинца для того, чтобы создавать эти капсулы. А тогда, параллельно с этим, значит, представления, существовавшие о жизни в океане, абсолютно однозначно говорили следующее. В океане существует жизнь только в верхних, сначала говорили 3 километрах, а потом 6 километрах. Дальше жизнь при давлении 600 атмосфер не может существовать. Так говорили физиологи. Ну, вы смеетесь, потому что, ну, ведь вы же суете для стерилизации в огонь все. Но огонь там выше 100 градусов, и поэтому все мира. И здесь такое давление. Ферментативные системы не могут функционировать при таком давлении. Не могут, там нет ничего, там пустота. И родилась мысль захоранивать радиоактивные отходы в океанских желобах. Это вот прям такое было поветрие. А параллельно с этим наши коллеги, ученые, опять я хочу своего деда потрясающе упомянуть, они, основываясь на очень правильной философской концепции понимания природы, которую, кстати, довел до совершенства, я считаю, такого научно-философского Вернадский, природа не терпит пустоты. Кстати, сейчас опять даже вот я коснулся этой высокой температуры. Я недавно разговаривал, бактерии найдены почти при 110 градусах плюс. Вот. Значит, не может быть пустых желобов. И велись работы первые. Это был желоб наш Курил-Камчатский, там, с 9 и Марианский. Туда были посланы первые камеры, которые должны были принести снимки дна. И опять я вернусь к своей фамилии, которой я очень горжусь. Мой дядька Никита Львович Зинкевич был первым конструктором, который создал камеру, получившую фотографии дна с глубины 8 километров. Сейчас это звучит смешно, да, туда вон робота можно послать, но представьте, ничего этого не было, все это на тросе. Делали специальные камеры. Значит, в них, для того, чтобы это работало при давлении, там, ну, представьте, почти 1000 атмосфер, в них специальное стекло, через которое надо было снимать, запечатывались в них камеры сверхнадежные. И как она должна была работать? Значит, она должна была как-то, это ж нужно ее опустить, для того, чтобы достигнуть глубины Марианской впадины, кстати, которую наша страна измерила, это 11 километров 27 метров, что тросом мерили. Значит, этот трос, специальную лебедку создали для этого. Значит, трос, который был, вот, как мы знаем, в корне, он был вот такой толщины. Ну, как, понимаете, потому что там висело-то сколько. Его нужно было вытравливать почти 18 километров за борт, чтобы достичь, потому что угол же, судно дрейфует. Вот, на таком тросе спускали камеру. Она имела специальный, то, что мы называли талреп. Это такая штучка, вы камеру опускаете, и здесь сигнальный тросик. Он касается дна, и камера срабатывает, и вспышка срабатывает. Вспышка должна была. Вот, и получены были первые фотографии дна с такой глубины. Эти фотографии показали 2 абсолютно потрясающих вещи. Первое. Там существует течение, потому что конфигурация донных осадков, так же, как конфигурация песка, когда дует ветер, маленькие бархатики, они показывают, что там существует подводный ветер, то есть течение. И второе, однозначно было показано, что там существует жизнь, потому что следы животных были. И после этого начались вот эти потрясающие совершенно по сложности тролления на глубинах океана, и из желобов была поднята жизнь на поверхности. И когда она была показана на Всемирной выставке в Лондоне, это вообще произвело впечатление взорвавшейся бомбы, потому что все эти идеи, вот представляете, если бы они не реализовались, наши исследования, и люди бы, ну хорошо, нет жизни, нет, мы туда не полезем, и бог тебе, а что туда лезть, тут все ближе есть. А если бы реализовалась вот эта политика захоронения радиоактивных отходов в глубинах океана,
чтобы было. Океан-то был отравлен, потому что со временем стало понятно, что все это общается, и жизнь, это, живущая на глубинах океана, общается с поверхностью, и течение устроено таким образом, что желоба общаются с поверхностью. Вот мы имели бы такой отравленный океан. Ну как же, а почему нельзя во впадинах, но можно, например, в заливах Новой Земли делать захоронения? Потому что их можно, ну, теоретически поднять. Там несколько аспектов. Я не в порядке важности их буду перечислять. А куда девать? Возьмем один из самых знаменитых объектов. Подводная лодка К-27 с жидкостным реактором. Они все были аварийные. Эту лодку загрузили радиоактивным топливом, и прямо после загрузки произошла авария. Значит, реактор заглушили, что делать с лодкой? Самое простое, ее надо куда-то отбуксировать. А представляете, утилизация, это подъем, это, ну, надо отбуксировать. Куда буксировать? Рядом Карское море. А мы знаем, что оно бедное. Мы знаем, что оно ледовитое. Ну, давай туда отбуксируем и захороним. И это, так сказать, не первый был эпизод, потому что в свое время и Мурманское пароходство, которое управляло атомным флотом, но это все было не решение, конечно, этой структуры, это было государственное решение, потому что такие решения принимаются на уровне государства. Значит, там лежат, трудно даже перечислить, какие объекты, там лежат реакторы ледокола «Ленин», экранные сборки ледокола «Ленин» лежат. Все это супер. Это, кстати сказать, эту подводную лодку К-27, ее отбуксировали недалеко. Вот прошли Карские ворота и южный остров Новой Земли. Там есть, по-моему, это третий залив с юга, залив Степового называется. Ее в залив Степового ткнули чуть-чуть, и она лежит на глубине 32 метра. У нее рубка на глубине 17 метров. Мы вот над ней стояли, вот она прям, ее видно хорошо. Вот, значит, куда девать? Дешево. Надо отдать должное нашим предшественникам, все было хорошо законсервировано. Консервировали это бетоном, смесью, ну, сочетанием бетона и фурфурола. Это такое соединение, оно внешне напоминает эпоксидную смолу, но, в общем, оно препятствует распространению загрязнения. Но, конечно, консервировали вещи, как бы, заведомо серьезно опасные, а вещи менее опасные считали, что там постепенно все будет деградировать, и периоды полураспада они свое сделают. Вот. Но делали хорошо. Мы поднимали объекты, куски объектов такие, ну, скажем, с небольшими кусками бетона. Этот бетон сколько лет там прошло? 50-60, его невозможно вообще раскрошить. Так делали. Ну, вот вы рассказывали, я помню, что во время своих экспедиций вы проводите мониторинг состояния этих захоронений не только из года да, в год. Конечно. И я хотела спросить, вот когда вы планируете экспедицию, какую часть занимают такие постоянные исследования, да, ежегодный мониторинг, и какую часть какие-то разовые работы? Ну, разовые поисковые, таких назовем, да? Так, что значит разовые? Поисковые, ну, как, так даже это не совсем верно так говорить. Все зависит, Ян, от целого ряда обстоятельств. И от сезона, и от возможностей, и от финансов, там, и от многих-многих, и от возможности, скажем, некоторых людей привлечь в экспедицию, потому что вот тоже это вещь, которую мы, к сожалению, должны иметь в виду, и вещь, которую абсолютно не имеют в виду люди, которые планируют течение денег. Но ведь у всех дети, у всех мамы, у всех папы, которые не молодые, и люди заранее планируют семейный временной бюджет так, чтобы освободить время на экспедицию. Расставляют все это. Это большая семейная работа, к которой нужно относиться с гигантским уважением, потому что это люди замечательные специалисты. Таких некоторых и в мире-то больше нет. И человек все спланировал, там, ребенка в лагере или что, куда-то, какую-то бабушку откуда-то привезли, а он вместо июня идет в сентябре, а дети идут в школу. Ну как, вот, понимаете, тоже это важная вещь. Это вот такой, я бы сказал, человеческий, ну почти сакральный фактор, который мы должны обязательно иметь в виду. И я его, кстати, когда я планирую экспедиции, я его обязательно имею в виду, и людей постоянно информирую, и как-то пытаюсь им помочь, если это в моих силах. Значит, вернемся к вашему вопросу. То, что происходит с радиоактивными объектами, мы стараемся контролировать не каждый год, но через год. Есть объекты, на которые мы хотели ходить каждый год, но для нас постепенно всю область, где находятся эти радиоактивные захоронения, практически всю на 94%, на 95% ее закрыли. И то, что я мог делать в 2014, в 2013 году, в 2016, сейчас я не могу делать. Нас просто не пускает туда Министерство обороны, несмотря на
Один раз я добился разрешения благодаря тому, что я разговаривал попал в святая святых, 12-е главное управление Министерства обороны, в ведении которого находится этот полигон Новоземельский. И мы с ним очень хорошо поговорили, очень внятный генерал. Я ему объяснил, что и как мы делаем, зачем мы это, где эти данные будут храниться, как они будут обнародованы. И он сказал, вот всего не могу, но вот это в порядке исключения в это вот время, вот в это. Если вы сможете, я подпишу вам разрешение. И мы получили разрешение. Он офицерское слово сдержал и сделали последние работы. Вот, хотелось бы больше. Теперь существуют такие области, это мониторингом нельзя назвать, потому что мониторинг – это достаточно тупое занятие, которым занимается, я не хочу никого обидеть, но так оно по содержанию. Вот занимается, скажем, организацией Росгидромета. Пришли в точку, отобрали, пришли, отобрали, получили цифру, заскладировали, потом будем смотреть. Но есть такие природные явления, мы заранее знаем, что они флуктуируют. Они меняются год от года. И от этой изменчивости зависит вообще функционирование всего этого крупного природного комплекса. Например, процессы, происходящие в эстуариях крупных рек. Это вообще уникальное явление, понимаете? Это созданный природой гигантский биогеохимический такой барьер, на котором вот все, что приходит с речным стоком, а там приходит бог знает что, все это перерабатывается, осаждается, и в море поступает совершенно другая вода. После вот этого вот котла, через который вода проходит в эстуарии, причем протяженность этого котла, 60-70 километров, 80 по широте. И там вот существуют мощнейшие процессы, очень интересные процессы гидрофизические, которые, собственно, лежат в основе того, что этот котел сформировался. Очень важные процессы биологические и очень важные процессы геохимические. И все это вкупе создает вот такой вот феномен. А как он меняется год от года? Меняется ли он со стоком? А вот пришел Новотек в эстуарий, там меня спрашивали, а вот они начнут рыть там и менять конфигурацию дна, изменится что-нибудь или нет? И я однозначно ответил, что изменится, но это все ушло в абсолютную пустоту. Сейчас они меняют профиль дна, для того, чтобы ходили туда большие суда. Меняет профиль дна, изменятся гидрофизические процессы, потому что это взаимодействие стока, ветра и дна. И вот эта тройственность при малых глубинах рождает вот такой вот гидрофизический феномен, на котором держится все остальное. Может, теперь все будет пролетать? Мы этого не знаем. Потом, как это меняется? Вот мы приходим, скажем, мощный сток, немощный сток, сильные ветра, не сильные ветра, поздно открылась опь ото льда, рано она открылась. Как этот природный феномен, который, вот посмотришь на карту, вроде, да, маленький такой район, Арктика огромная, а здесь маленький такой район в устье Оби, но он имеет абсолютно критическое значение для всего, что происходит в лежащих районах Арктики. Вы можете себе представить, что речной сток, поступающий в Карское море, формирует линзу, мы ее называем, то есть верхний такой опресненный слой, в котором соленость сильно ниже, чем она под слоем градиента, площадь которого достигает 65% площади моря. Значит, это не сток одного года. Значит, туда вода поступает, она задерживается там, она формирует вот такую уникальную совершенно структуру гидрофизическую Карского моря, у которой очень серьезные последствия биологические, потому что речной сток не только определяет процессы, это действительно глобальный процесс, очень важный для Арктики, потому что это процесс взаимодействия континента и океана. Это все равно, что процесс взаимодействия атмосферы и океана. Это процесс абсолютно глобальный. От понимания их зависят вообще все наши представления. Вот посмотрим, что происходит в Карском море. Если весь речной сток в мире собрать и убрать испарение, гипотетически, то уровень Мирового океана вырастет на сантиметр. А если мы в Карском море уберем испарение, то уровень Карского моря благодаря годовому стоку вырастет более чем на метр. Есть разница? Вот вам взаимодействие океан и суша. Вот. Значит, это мы это повторяем, ожидая какие-то изменения и пытаясь понять, какие факторы природные и человеческие влияют на изменение этого потрясающего феномена природного.
область континентального склона. Это область, где шельф арктический граничит с глубокой Арктикой. Очень интересные феномены. Там формируются так называемые фронтальные зоны. Это подобие тому, что мы с вами в атмосфере видим, но более стабильные. Эти фронтальные зоны определяют границу между экосистемой шельфа и экосистемой глубокого моря. Как они между собой взаимодействуют. И параллельно с этим эти фронтальные зоны рождают очень высокую для Арктики биологическую продукцию, которая отличается от фоновой примерно в 5 раз в высокую сторону. Что почему? происходит год от года? Опять потому, что, ведь, понимаете, загадок не бывает. Солнце, биогенные элементы, фитопланктон. И дальше все пошло-поехало. Биологическая продукция, первичная продукция. Дальше все пошло. Вот там создаются благоприятные условия для того, чтобы биогенные элементы попадали в зону достаточно высокой освещенности. А в Арктике, вы сами понимаете, лето короткое, а самое главное, солнцестояние такое. Солнце вон там стоит, а не там. Поэтому проникновение радиации в воду, оно не такое глубокое. И вот там все эти законы арктические, они нарушаются в ту сторону, чтобы создать более благоприятные условия для продукции биологической. А как это меняется? А год от года меняется? А от ледовитости меняется? Или это стабильно? А если это разрушается, то чем? А если это разрушается, то открывает ли это ворота для того, чтобы воздействие суши не ограничивалось шельфом, а проникало в глубокую Арктику со всеми вытекающими из этого последствиями? Так что, конечно, наблюдение, повторные наблюдения вот в таких ключевых районах экосистемы, они крайне важны. И, кстати, возвращаясь к перуанскому апфелингу, никогда мы не поняли бы основ функционирования этой системы, если бы не было повторных наблюдений. Но я бы это не называл мониторингом. Это такая, знаете, попытка проникновения в суть явлений. А мониторинг – это создание очень важных, безусловно, длинных рядов, которые потом пригодятся для очень многих вещей. Если мы вернемся в сегодня 28 июня, а вы все еще в институте, а не в экспедиции. Да. Когда вы планируете выйти и что вы планируете делать в этом году, если можно, конечно, раскрывать эти планы? Ян, конечно, можно и нужно открывать эти планы. Экспедиция была запланирована на 22 июня. Выход Келдыша в Арктику из Калининграда был запланирован на 12 июня. Наш любимый Келдыш, наш флагман, на котором держатся практически все комплексные исследования океанических природных комплексов, еще не поставлен в ремонт. По одной простой причине, что деньги, которые в конце концов пришли после давления на эти все структуры президента Российской академии наук, они были выделены. Они пришли с запозданием. Сейчас понятно, что Келдыш вместо того, чтобы стать в ремонт в начале апреля, он встанет в ремонт 10-12 июля со всеми вытекающими последствиями. С возможностью появления каких-то неразрешимых проблем с запасными частями, потому что Келдыш – иностранное судно, а сейчас в области судостроения и ремонта абсолютный блок. Мы ничего не можем получить вообще. Вот. Так что как раз вчера мы пересматривали планы, и стало очевидно, что наша огромная экспедиция не выйдет в море раньше 25-28 сентября. Вот. Опять все планы по Арктике, опять все эти слежения за льдом, опять все эти бесконечные обсуждения и поиска коллективно и самых интересных таких точек фокусировки наших экспедиционных усилий, все они разрушены. Мы сейчас делаем новую программу, и я думаю, что в новой программе вот все, что я вам рассказывал про нашу экспедицию предыдущего года, мы постараемся это дело чуть видоизменить, но повторить для того, чтобы понять, насколько вот изменчивость восточной части Карского моря – это некая модель, по которой мы можем потом с очень большими допущениями, но все-таки прогнозировать хорошо, а вот поменяется ледовитость, а что произойдет, понимаете? Изменение год от года дает нам некую, не стопроцентную, конечно, но возможность экстраполировать полученный результат на долговременные изменения. Другого пути у нас нет. Есть моделирование, но тоже оно не всегда, далеко не всегда, к сожалению, дает результаты такие. Мы, конечно, хотим посмотреть
наш залив благополучия. А там, помимо тех проблем, о которых я вам сказал, значит, вот там лежит большой кусок, там лежит, по-моему, 270 контейнеров, из них больше половины несет радиоактивные отходы внутри. Мы хотим посмотреть их состояние, мы хотим их точную локализацию определить, посмотреть, двигаются они, потому что там оползни подводные есть. Сделать все работы. Хотим померить и посмотреть, потому что ведь на Новой Земле есть еще одна проблема очень интересная, которая тоже относится к такой крупной проблеме взаимоотношений того, что происходит на суше и в море. Новая Земля, помимо вот могильника радиоактивных отходов, была полигоном для огромного количества радиоактивных испытаний. Все это знают. Там варьируют цифры, но было больше 180 взрывов. Они были атмосферные, они были подводные, но, конечно, они были и подземные, а в основном атмосферные. И там была взорвана знаменитая Кузькина мать, самая крупная ядерная бомба. И все-таки радиоактивные выпадения после атмосферных взрывов, они попадают на Новую Землю, попадали. Именно поэтому она была в таком запустении, особенно Северный остров и северная часть Южного острова. Все это аккумулировалось в ледниках. Ледники – это живые организмы, они тают, они движутся, и постепенно то, что раньше было в середине острова, двигается к морю. Более того, в ледниках существует такой потрясающий феномен, формирование которого не можем мы объяснить, мы можем только феноменологически его исследовать. Этот феномен называется криоконитовые стаканы. Это такие маленькие области ледников, размер их достигает иногда 40 сантиметров, иногда 20, иногда 10. Такие углубления, как стаканы, вкопанные в ледник. И эти стаканы обладают абсолютно феноменальным свойством аккумулировать то, что происходит в соседних областях ледника. Мало того, что они содержат высочайшие концентрации биогенных элементов, высочайшие концентрации взвеси, они содержат жизнь, которые там удивительные, простейшие живут, и водоросли, и бактерии, несмотря на то, что это на леднике, это свойство приводит к тому, что там аккумулируется радиоактивное загрязнение, выпавшее на поверхность ледника. И ледник с этими криоконитовыми стаканами ползет к морю. Значит, концентрация радиоактивности в этих криоконитовых стаканах достигает феноменальных величин. Я специально подчеркиваю, что это очень локальная вещь. Но все-таки, если мы посмотрим на фон Карского моря, то это примерно 7, 8, 10 беккерелей на килограмм субстрата. А если мы посмотрим на криоконитовые стаканы, до 8,5 тысяч. И опять вопрос тем, кто занимается радиоактивностью. Как вы это оцениваете? Да это маленькая свалка радиоактивная. И они двигаются к морю. И мы тоже стараемся понять, вот разгрузка ледников, она приведет ли к тому, что вот эта радиоактивность будет поступать все-таки в морские экосистемы. Это еще одна проблема интересная. Вот, конечно, возвращаясь к программе этого года, мы, конечно, постараемся сделать вот этот феномен, поисследовать в области Обской истории, после вмешательства туда землеустроительных снарядов, что там произошло, и вообще осенью, как он функционирует, какая там продукция биологическая, геохимические все процессы. Хотим ему уделить очень пристальное внимание, потому что, знаете, это очень прецизионная работа, Ян, вообще вот в таких областях, будь то фронт, будь то вот это то, что мы образно называем биогеохимическим барьером, на самом деле это эстуарный фронт большой, где соприкасаются две области абсолютно принципиально разные по свойствам. Так же, как атмосфера, теплые, холодные. Вот на их стыке всегда происходят какие-то феномены. И для того, чтобы это исследовать, нужно перейти к шагу пространством, который вообще не свойствен морским исследованиям. Обычно считается хорошо 30 миль в открытом океане, 20 миль. 10 миль. Но когда ты исследуешь эти феномены, тебе нужно перейти к шагу 1-2-3 мили. Вы представляете, какие-то нагрузки? Да, если мы исследуем область, там, скажем, 100 километров на 50, и вынуждены делать большую часть станций с расстоянием между ними 2, 3, 4, 5 километров, а материал идет, но только это, потому что для того, чтобы понять, это тоже одна из удивительных вещей, над которыми мы вот коллективно ломаем голову и достигаем понимания, а понимание дает результаты. А к какой шкале нам надо перейти, для того, чтобы понять этот феномен? А до нас там работали. Мы первые, что ли, туда пришли? Нет. А до нас работали и в этой загадочной области, потрясающей, делали 2-3 станции. И уходили оттуда. Часто эта станция вдруг давала какой-то выброс, но его регистрировали как выброс. А часто ничего не давал, потому что промахивались.
А когда ты переходишь к шкале, соответствующей природному феномену, то перед тобой сразу открывается вот такая загадка, она становится уже более-менее понятной. Вот это хотели сделать. И если Господь пошлет нормальную погоду, то хотели еще посмотреть очень интересный феномен. Там есть в юго-западной части Карского моря такая Байдарадская губа. Ну, про нее было известно, через нее трубопровод тянули. Такое мелководное место, очень известное. И она интересна тем, что в эту Байдарадскую губу выходит с континента ледовый щит. И он подтаивает. И вот на границе этого ледового щита могут происходить и происходят, как наши коллеги из институтов геологических регистрировали, сочение газа. А это всегда очень интересно, потому что вот метан, который там поступает в воду, даже в ничтожных количествах, это новый субстрат для биологической продукции, потому что биологическая продукция может формироваться на основе биогена Солнца, а может формироваться на основе восстановленных соединений. Это то, что происходит в гидротермальных источниках. Там никакого Солнца нет, а продукция феноменальная. Почему? Да потому что энергетической основой служат восстановленные соединения. И здесь то же самое. И вот мы хотим посмотреть, биота реагирует как-то или нет, для того, чтобы потом понять, а вот если мы в биоте будем находить вот такой интересный отклик, не будет он где-то в других районах океана признаком того, что здесь происходит газовое сочение. А природа и наша возможность использовать эту информацию, они могут быть очень разные в самых разных районах океана. Ну вот, собственно, пришлось вот так вот деформировать программу. Ну, при всех сложностях можно ли сказать, что полевой сезон – это, так сказать, веселое время науки, а обработка результатов – это, в общем, такая скучная рутина? Не всегда так, и далеко не всегда так, потому что обработка материалов – это открытие уже такими более такими изощренными ключами смысла того, что мы сделали. Иногда нас постигает разочарование, а иногда наоборот. Вот сам феномен, он проявляется только после обработки проб. Нет, и понимаете, я бы тоже веселым, это неправильное понимание. Вот я не хочу ни в коем случае обидеть вас, Ян. Это вот мне один чиновник сказал, ну вы там в поле веселитесь там, да? Ну, условно, конечно. У меня такой фильм был, он, по-моему, я его даже передавал в Дарвинский музей, который снял Женя Богатов, 17-минутный. Он показывает, как мы работаем. 24 часа в сутки. Так, Александр Сергеевич, где у нас? Это высосанный бактериальный мат сверху. Я вот так в кресле сплю 3 часа и снова. В кресле сплю и снова. Потому что без этого ничего не сделаешь, время дорого. Но и это не веселое время, это очень тяжелое время, потому что огромная часть материала должна из воды поступать сразу на стол. Для химической, биологической обработки. И это длится часами, это длится, люди сидят на судне, где вибрация вот такая постоянная, и где качает, они сидят за микроскопами, где 2000 увеличения. Вы можете себе представить вообще, как это все? Мы специальные подушки такие создаем, чтобы вибрации нет. Иногда, когда очень тяжело, мы вообще судно даже останавливаем на 2-3 часа и делаем какую-то другую работу и просим, чтобы двигатели заглушили. Поэтому это не веселое время, но это время большого куража. Верите ли вы, что в какое-нибудь ближайшее время наступит золотой век науки, и что для этого надо? Что надо поменять? Было время какого-то прям вот научного счастья. По-моему, это время вот Стругацких понедельник начинается суббота, хотя я могу ошибаться. Я вам так отвечу на этот вопрос для начала. У меня была такая передача большая, по-моему, очень неплохая была передача, по-моему, на культуре. И вот последний вопрос этой передачи был. Это был совсем вот такой период, по-моему, год 5 или 6 назад, тяжелое было время такое в науке. Вот что надо для того, чтобы наука так поднялась снова? Ну, не до таких высот, как она была при другой власти, а она была на высотах очень достойных. Я могу сказать по своей области абсолютно. Мы превосходили многие страны, мы все страны превосходили. Мы с точки зрения познания Мирового океана превосходили все страны, и это мое точное мнение, за исключением, может, очень узких областей, высокотехнологичных. И вот Роберт Искандерович был, Нигматуллин, Саша Городницкий был, еще несколько человек. И вот что нужно? Вот кто-то сказал, нужно для того, чтобы, Роберт Искандерович сказал, нужно обязательно поднять зарплату ученым, потому что ученые не могут работать на такой зарплате, это унизительно, это правильно.
Саша Городницкий сказал, нужно обязательно, чтобы у ученых было новое оборудование. Ну какая наука без нового оборудования? И когда до меня дошла очередь, я сказал следующее. Когда происходило заседание пленума ЦК, вот так сидел Леонид Ильич Брежнев, по правую руку от него сидел министр обороны, а по левую руку от него сидел президент Академии наук. Вот когда президент Академии наук на заседании Государственного совета России будет сидеть по левую руку от президента, тогда все будет. И науку будут уважать, и зарплата будет, и приборы будут, и чиновники будут по-другому относиться, потому что чиновники – это же, понимаете, это абсолютно аморфная масса. И она заполняет. Есть пустота, и она ее заполняет. Есть пустота гадкая, она заполняет гадкую пустоту. А если пустоты этой не будет, а будет жесткое отношение государства к науке, то и чиновники, а мы это видим на отдельных примерах, то есть это будет чего изволите, что они и должны делать. Я всегда люблю участвовать в международных проектах не как гастарбайтер, что в большинстве случаев происходит и происходило, а люблю участвовать как руководитель. У меня был крупный проект, когда мы дружили с Соединенными Штатами Америки, у меня был крупный проект, несколько лет я его вел в Беринговом море. Да, тогда я был практически хозяин положения, сделали прекрасные работы, и это было международное сотрудничество. Я без коллег-американцев бы это не сделал, так же, как они без меня. Здесь очень важна комплементарность. Потому что, конечно, у нас разные школы, разные традиции, разные подходы. И если при создании международного проекта все происходит как в шестеренках зацепления, это вот так. Это, между прочим, имеет отношение и к сотрудничеству между институтами. Вот внутри страны тоже нужно не вот так, а чтобы когда войдет зацепление, то результаты абсолютно другие. Я всегда вот это проповедую. Кстати, так же, как и между людьми своего института, когда формируешь состав большой экспедиции. Вот так. Спасибо большое. Прям супер. Я всегда к вашим услугам. Ну ладно, все, последний вопрос. Да. Значит, вопрос у нас такой был. Вот научная журналистика, она тогда, как и наука, и научная журналистика, шли рука об руку, и были люди компетентные, которые задавали правильные вопросы и печатали адекватные ответы. Сейчас какая ситуация? У вас нет ощущения, что лучше бы вы сами напрямую рассказывали, там, не знаю, через свой YouTube-канал людям, чтобы избежать вот этого перевирания, перевертывания фактов? Абсолютно правильно. Ян, вот великий такой был человек, недооцененный, его как-то неправильно понимают, Зигмунд Фрейд. И почему-то все как-то знания об этом замечательном философе сводятся к его представлениям о, так сказать, сексуальном начале человека. На самом деле далеко не так. Он был глубочайший человек. И, кстати, Сальвадор Дали, величайший художник, вообще художник оттуда, единственный человек в мире, которого он уважал, это был Зигмунд Фрейд, он к нему специально ездил раз в несколько лет. Так вот, он сказал, народ не интересует истина. Народ интересует сенсацией, без которого он не может жить. И это основа работы современной журналистики. Аналитическая журналистика, которая у нас была в стране, великолепная и научная, и все прочее, сопутствующее ей, она была прекрасна. И я считаю, что наука настолько важная и настолько, понимаете, настолько востребованной людьми область нашей жизни, что она должна быть правильно подана, ее результаты должны быть правильны. И поэтому, да, я считаю так. Потому что журналистов, мой опыт показывает, что журналистов таких, к сожалению, вот очень редко попадаются. А людям нужно показывать, она же интересна, она потрясающая, она захватывающая наука. И это не пластик в океане, это бездна интересного. Я сошлюсь на программу, которую мне посчастливилось на ОТР вести, вы ее знаете, в течение 8 лет. Так мне люди звонили из Находки, из Томска, когда она прекратилась. Почему нет вашей программы? Мы ее смотрим все, у нас это единственная программа, которая объединяет около телевизора мою дочь 14-летнюю, меня с мужем и нашу бабушку, которой 60 лет. Вот так. Поэтому это очень правда. И, кстати сказать, с тех пор, как была замечательная передача Капицы, которая юбилей скоро, ничего не изменилось. Не нужно
тем, что делает современная журналистика, эрзац журналистика, унижать людей. Журналистика должна людей поднимать. И правильная научная информация, она людей образовывает, поднимает, и это очень правильно и очень важно, что у нас, к сожалению, почти отсутствует. Хороший вопрос. Да, спасибо. Ну, у вас просто дар популяризатора науки. Если бы вот и вы рассказывали, действительно, то это и захватывающе, и понятно. Замечательно, Ян, это очень правильно, но пришедший этот Ильяшенко, или как его зовут на ТР-то, ну, этот бывший тассовец, он программу закрыл. Он Ну, с сказал, телевидением вообще проблема-то. он сказал, неинтересно.